Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за БК-бака, будем качать ему по традиции небольшой четвертый слотик, да. Ну, как, чисто отдать должное бачку, он хорош, он элита Зубы, ну, по крайней мере, с персонажей, да. На нем были такие прекрасные эпичные бои, что лучше его все-таки качнуть. Поэтому мы отправляемся. Опять же, сборочка, то, что нам сейчас стоит, не факт, что будет конечная, мы сейчас будем редактировать эту сборку после получения слота. И еще один момент небольшой. Я хотел бы вам сделать небольшую вставочку. Вы сейчас видите у себя на экране Тайгера, да? И вы видите у него VIP Safari серебряный. То есть VIP Safari уже прошло. И его получило, как я понимаю, очень маленькое количество игроков. Там еще, как вы видите, даже можно было заработать серебряный ранг, золотой, я так понимаю, какой-то бронзовый, условно. Что там было внутри, как оно было, я не знаю. Возможно, вы знаете, кто-нибудь напишите в комментариях, будет интересно, так сказать, узнать эту суть. Ну вот такой вот момент. Я вроде бы других посмотрел, ни у кого тут нету сафари, то есть это каким-то уникальным игрокам оно зачислилось. Почему так? Я не понимаю. Возможно, нужно было задонатить миллион бачинских. О, тут еще один VIP Safari. То есть, ну вы понимаете, да, кто получил VIP Safari, а кто вы. Вот такие вот простые истинные зубы. О, VIP Safari бронзовый. Может, кстати, золотого сейчас найдем. Давайте немножко поищем. Буквально минутку. Ну вот, видите, да? То есть челики не смогли через донат затащить VIP Safari. О, золотой. Смотрите, как красиво, а. Ну, ник, конечно, очень интересно, но кто-то смог. Кто-то смог. Фулл персы. Не, ну а чё? Ну, фей 18 уровня, как бы, понимаете, да? Я думаю, вам тут все понятно, в принципе, что это за такой игрок. Кстати, любимый персонаж Пеппер, очень прикольно. Ну, вот такие вот игроки в нашей игре есть. Да. У них было сафари, а у нас не было. Зачем нам сафари, да? Такие дела. В общем, продолжаем видосик. Да. Будем редактировать. Но бинт я брать не буду. Это точно, скорее всего. Итак, тут вроде ничего брать не нужно. Сколько скорости? О, однерочка за 50 тысяч. Как вам, а? Ай, у меня нет слов. Ладно, идем брать слотик. Погнали. Ну что я могу сказать, ребятки, по поводу балансик? Душно. Душно не тащится. Соло-бои тоже душно. В общем, не знаю, как играть в эту игру. Ждем, может, разрабы все-таки что-нибудь придумают. Что-нибудь придумают. Итак. У нас баг имеет дефибриллятор для командных боев, это хорошо. Который завис, ага. Есть зубы вампира. Без них на баке тоже никуда. Гранатка для урончиков и один предмет, скорее всего, это будет ботинок. Потому что кустов у нас все-таки в игре немало. Если я начну потихоньку привыкать к ботинку, то можно будет затащить. Опять же, кофе брать на 56 секунд, 72%. Интересно, прикольно в начале, да. Но потом оно становится бесполезным и все. Сценарий святого на 13 секунд. Ё-моё, 13 секунд. Вы это видели вообще? Офигеть, я думал там покороче, ну ладно. В общем, берем бака и идем сливать рейтинг. Да, именно так. В командных боях, ну как, куда же еще? Тут хотя бы весело это делать. А то в соло-боях я буду гореть прям. А тут уже потихоньку начинаешь привыкать к этим командам. Интеллектуально одаренным. В общем, ладно. Какие попадаться, такие попадаться. Итак, 2 сквада, 3 сквад. А где 4-й? А вот 4-й. Ну хотя бы не в одну точку. Вообще, о, красавчик, красавчик. Выбил смайлик. Мы, кстати, тоже, наверное, попробуем выбить. Мне, кстати, сейчас вот прикалывает момент, то, что моя команда просто игнорит бота. Я специально его не убиваю, чтобы они его залутать могли. Они его игнорят. Они лук залутали, поэтому для меня это было бесполезно. Ну, кстати, мне кажется, или мне адекватные попались. Что думаете, а? Лизи видела, разбила эту стеночку, чтобы мы прошли. Потом, что там еще? Бак у нас 14 уровень. Хамелеон, Орел. Ну, по уровням, как минимум, это адекватно. Хотя 1000 старенькая, походу, это для такого уровня теперь. Самое интересное, что на 2К играют 18 уровень, а мы тут как бы 14, 15, 13 играем на 1100. Вы баланс. 93 разница, а в уровнях разницы нет. О, ботинок на баке, как же непривычно. Да, надо привыкать. И использовать его по максимуму. Тяжело будет, но... Наверное, все-таки один слот нужен на подвижность каждому персонажу, потому что... Некоторые, конечно, персонажи типа Джейд могут обойтись без слотов на подвижность. У них и так хорошая подвижность, возможно. Слушай, только похвалил свою команду. Посмотрите на этих гениев, они уже разбежались. Чего они там стояли, я не понимаю. Так, ну, пока что все хорошо, пока что.
О, там копье лежит. Бери копье, бери, хороший. Бери копье. Так, копье залутано. Ага. А видали только, что баг серебряное копье не получил, зато поднял бронзовое. Ну, зубы чё. Ничего неожиданного. Это как я поднимал недавно серебряную гранату, она пропала. Подумаешь, граната пропала. Да, бывает. Чё такое? Чё, проблемы что ли? Не. Там уже против кого-то дерутся. Да когда вы успели, ну? На краю зоны. Ща, ничего. Я вам закидаю тут. Ой, блин, а чё так больно? А чё так больно? Я не понял, Хамелёш. Чё мы такие душные, а? Я не понял, Хамелёш, чё мы такие душные? Слышишь, друг? Ты чё такой душный? Не будь душнилой. Ладно, наверное, копье золотая на всякий случай. Мы вроде там всех победили. Мы правда всех победили? Не, ну это было эпично. Ничего сказать не могу. Просто бегаешь по полбоя. Кстати, полезный очень ботинок, да? Бегаешь. Ну, опять же, я мог сейчас законтролить ботинок и пойти сделать прекрасную вещь, такую как врыв в... Ну, короче, в кусты подойти и потом за хамелеон погнаться. Но я решил его подрадамажить, я думал, так будет лучше. В итоге получилось все красиво. У меня тут серебряный сундучок. Честно скажу, мне на смайл вообще безразлично. А вот 1000 монет сундука лишнее, ну, как бы тут очевидно, что повыгоднее, да? Я думаю. Поэтому, кто хочет, ребята, конечно, открывайте сундуки, но я вам советую дождаться золотую лихорадочку. Правда, у нас недавно была золотая лихорадочка, да? Как бы же новая непонятно когда будет. В ближайшее время это как минимум выходные, либо следующей неделе уже. Поэтому ждем. Чё? Хотя и сброс акция была, ну, в общем, такое себе. К команды, смотрите просто на это, вот. Ой. Блин, я не знаю, ну когда пойдут нормальные игроки, на каком рейтинге они будут? Не дойду ли когда-нибудь до такого рейтинга или нет? Не, конечно, дойти-то можно, но просто это насколько душно будет это все дело делать. Ну ладно, посмотрим. Пока что лутаемся. Возможно, даже на Бака стоит поставить сценарий для того, чтобы он был максимально мобильный. Но, опять же, тогда теряешь много всего. Когда не будет урона или еще чего-то не будет. Ну, в общем, нужно думать. Каждому, конечно, свое. Но мне больше нравится урон. Потому что иногда приходится столько дамажить. Так, ну противники что-то не хотят выбегать. Блин, придется за ними идти. Просто видели, сколько хп у меня улетело? Просто так. О, словил я хотя бы одну Джейд, которая в ответку меня просто раскидала на изи. Так. Видали, просто урон из ниоткуда прилетел, ну. Вообще не чувствуется урон. А как это выживать? Как это выживать? Они меня шотнули даже без ударов. Нормально, чё? Просто 2 Джейд. Ну, чё им сказать, ребятки? Нас зажали 2 сквада и шотнули. Опять же, минус 7 рейтингов. Красивая. Красивая, да. Ладно, бывает. Чё? На всякий случай перетыкаю режим. Да, рефлексы до сих пор присутствуют. О, посмотрите, заспавнила сквада плюс-минус на разном расстоянии. На равном. Неожиданно, да? Баланс чуть-чуть сработал. Чуть-чуть. Теперь хотя бы игроки смогут налутаться и начать нормальный замес. А не так, как обычно это было. Прекрасно и бесполезно. Ладно. Ну, видели, моя команда в прошлом бою, конечно, была очень интересна. Так, ну пахаем пока что. Пока что. Я пока стараюсь сделать что-нибудь адекватное. Вот скажите мне, вот у меня есть команда, да? Команда из уникальных игроков, которые не могут просто подойти и помочь. Смотрите, просто эти гнорщики не стоят и им гнорят. Ну, я сейчас догоню, скорее всего, противника. Без вариантов вообще каких-то. Сюда. Я сказал догоню, значит догоню. Ну, ботиночек, да, полезный, кстати, для бачка. Ну, наконец-то моя команда смогла прийти ко мне помочь, да. То как бы соло-сквад уничтожать такое себе занятие. Особенно, когда они по уровню не особо отличаются. Особенно с тем, что у нас есть подкрутки для уровней, которые вроде как не отменяли. Хотя мне очень хотелось бы, чтобы это случилось. Чтобы тогда хотя бы уровень решал, ну, нормально решал, да? То есть урон бы был больше и все такое, но зачем же это нужно? Пусть будет подкрутка, что первый уровень дерется так же, как и 18-й. А тогда баланс отличный. Смешно, конечно, с всего этого. До сих пор.
Ай, ну разрабы зубы, да. Мне кажется, они просто так для вида делают баланс. На пару дней включают, на пару дней выключают. Ну, что-нибудь там пытаются делать. Но дело только хуже с каждым разом. Вот реально, только хуже. Первая попытка ихнего баланса это... О, все, поиграли. Кстати, надо будет на змею сандали святого взять. Я Понимаете, у меня просто кнопки залипли. Там был момент, у меня уже залипли кнопки. И я уже ничего не мог сделать с этим всем. Я уже ничего не мог сделать с этим всем. И... Ну, блин, столько урона. Блин, ну чё у них 16-й, пока я только 15-й? Ну, дорезай ты уже кого-нибудь. Хорош, хорош. Хорош. Мы победили. А как Бак умер? Как он умер? Как он умер? Что? Что? До него же... Его ж не могли догрызть мышки Луи? Или он в зону убежал? Что было только что? Что вы понимали, ребятки? Там была 16-я змея, которая изи контролила нас на островке. Я подумал, что мы все, мы откинемся. Но вы видели это все своими глазами. Какая дичь, какая дичь. Как я там жил на зубах вампира, офигеть. Опять же, очень полезный ботинок, да? Очень полезный. Полезность ботинка, это, конечно, да, отдельная тема. Ну, кстати, на змею можно реально взять сандали святого. Потому что там можно бегать по воде, бегать вокруг противника по воде и кидать в них всякие разные штуки и держать на дистанции. Очень круто. Ну, в общем, надо будет смотреть. А мы отправляем в следующий бой. Ну, я там что-то говорил до замеса. И уже забыл, что. Наверное, про баланс, как всегда. Ну, а бузер. А, нормально. У меня 1037, у него 1400 плюс. Нормально, чё? А, это наш абузер. Вы видите, да? Как оно дошло до 1000? Вот как? Ну как? Я не понимаю. Причем, заметьте, какой-то странный абузер, потому что... Ну, нас тут прилично. Нас тут... Так-то много. Все, Брюсик взял. Отлично, ну и побежали. Чё? У нас тут хорошие уровни. Даже очень хорошие. У нас тут был какой-то лев непонятный, странный. Мне кажется, там 18 уровень. Или 17, что типа того. Ну это ж логично. Ну, попробуем затащить. Не знаю, что получится. Тут, смотрю, бобер еще противников есть. Значит, лев умер неожиданным образом. Как неожиданно, конечно. Львы умирают. Обидно, что я не достал. Да куда ты... Блин, какие они шустрые, а? Конечно, акула было неожиданно встретить. Особенно, когда ты ожидаешь тут своих союзников, а тут выбегает акул. Да, моментик был непредсказуемый немножко. Так, ну что? Не, ну ботинок все-таки хорош. Ботинок хорош. Только кнопки нажмитесь, ну! Пожалуйста, нажмитесь кнопочки. Опа, словил бобра, да, мой бобер? Набыковался, да? Наглая бобринская морда. Так, ну, я почти все сделал красиво. Видали, куда я улетел? Хилься, хилься, ну я ж... А, аптечки не было, понял. Ну, вы видели эту стяжку царскую? Царская стяжка. Эх. Вот скажите, что они... А, они сверху аптечкой лутали, да. И все из-за льва. Один гадский лев нам испортил весь бой. Ну и плюс 2 склада подряд, это, конечно, было тоже немножко жестко. Фух, ну хоть весело. Да, это хотя бы получше, чем то, что было раньше. Когда тебя просто душили, а твоя команда была одноклеточная. Да, есть такие моменты, но... Чё, потихоньку бустим рейтинг, да? Потихоньку. Ой, ребятки, слов нету. Что с этой игрой делать, теперь я не знаю. Они либо игру реально кардинально изменят, когда до них дойдет, что пора бы менять игру в аркаду, а не вот это вот душное, невыносимое... Не знаю, что, как это сказать. Но когда на них это дойдет, кто бы знал, кто бы знал. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Душимся в рандоме, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.